Капа. Сокол. Да ладно. Сокол. Сокол. Я вас соединяю. Товарищ Сокол, говорит истребок. Товарищ Сокол, да тут, знаете, хотел посоветоваться по одному щекотливому вопросу. Да. Тут один бдительный товарищ небольшой компроматик на поэта Исаковского написал. Угу. По поводу стихов к его песне «Лучше нету того цвету». Да. Так. Нет, песня хорошая, сам пою. Но вот припевчик, если помните, вот это вот «Как увижу, как услышу». У вас хороший голос, товарищ полковник. Виноват, товарищ Сокол, не привык война. Да. Так вот насчет припевчика, товарищ Сокол. Ведь это, понимаете, с одной стороны слышится «как увижу», «как услышу», да, а с другой стороны, извините, если вслушаться. «Каку», понимаете, вижу, «каку», понимаете, слышу. Да, встает законный вопрос. Это какую такую «каку» в нашей стране товарищ Исаковский видит, да еще и слышит? Это мы что ж, все извиняюсь, в этом самом, в каке живем? Да. 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 Ну а второй куплет просто заставляет задуматься, товарищ Сокол. Ведь вы послушайте, значит, мы в глаза друг другу глянем, руки жаркие сплетем. Это значит не один, группа. И куда, не знаем, сами, словно пьяные бредем. Это куда они бредут, словно пьяные, не знаю куда, понимаешь? Мы все к этому самому, понимаешь, к светлому, а они... Да, вот эту мать именно так. Компроматику чтем, да. Такой бдительный народ не победить. Ага. Да, спасибо за совет. Я говорю, спасибо за совет, товарищ Сокол. Лучше нету того цвету. Вот так, понимаешь, товарищ Исаковский. А то ему этот цвет не нравится. Убери руки! Давай, не Свои поганые руки, бандитская морда!